Одни государства запускают ракеты по больницам и школам, стирают с лица земли лагеря беженцев, уничтожают инфраструктуру и мирное население под предлогом борьбы с терроризмом или обеспечения безопасности. И вместо осуждения получают поддержку, военную помощь и безусловную политическую защиту. Им разрешено почти все, потому что они наши, потому что их флаги развиваются в Совете Безопасности ООН, потому что у них рычаги влияния, лоббисты, армия, базы и бюджеты. А другим тем, кто защищает свою землю, свое право на существование, на жизнь, на дом, отказывают даже в минимальной помощи. Их протесты называют провокацией, их сопротивление агрессией. Мир требует от них терпения, сдержанности, диалога. Но в то же время закрывает глаза, когда сильные мира атакуют с воздуха, с моря и суши. Право на силу, как оказывается, давно уже не про справедливость. Оно закреплено за теми, кто вписан в мировой порядок как хозяин, не как равный. Но этот порядок начинает трещать по швам. Технологии меняют баланс. И Китай это понимает. Пока старый мир тратит миллиарды на поддержание гегемонии, Китай разрабатывает оружие, способное радикально изменить расклад сил и сделать это без нарушения международных договоров. Один из таких прорывов – новая разработка китайских ученых. Термическая бомба на основе водорода, не содержащая урана и плутония, то есть формально не подпадающая под ядерные ограничения. Ее масса небольшая, но при этом она способна создавать огненный шар температурой свыше 1000 градусов, что достаточно, чтобы плавить металл, разрушать бетонные укрепления и сжигать технику заживо. При этом без радиоактивного заражения, без ядерного следа. Такое оружие пугает не только потому, что разрушительно, а потому, что легально. Оно не попадает под действующие договоры о нераспространении. Оно за пределами систем контроля, а значит, может применяться без формального нарушения международного права. Китайские исследователи открыто называют технологию альтернативой атомной бомбе. Основа использования гидрида магния, способного инициировать длительное термохимическое горение с высочайшей температурой. Это горение не гаснет водой, не подавляется обычными средствами. Бомба может быть сброшена с беспилотников, ракет, даже артиллерии. Это не оружие массового уничтожения в привычном смысле, но оно массово уничтожает. Производство уже запущено. Китай наращивает мощности, ускоряет выпуск ключевых компонентов, а также расширяет параллельные военные программы, модернизирует арсенал МБР, строит подземные шахты, увеличивает количество ядерных боеголовок. Но главное, делает ставку на асимметричное превосходство, на технологии, способные нарушить монополию Запада на решающее оружие. Новый военный век наступает не с фанфарами, а с огнем. Без грибовидных облаков, без радиации, но с тем же уровнем ужаса. И с новой логикой: если это оружие легально, значит его могут разрабатывать и другие, и применить тоже. Правила больше не сдерживают страх. Они просто устарели. Мир меняется. И меняется не под воздействием дипломатических резолюций или гуманитарных докладов, а под давлением технологий, разработанных в тени, за пределами общественного сознания. Война будущего может быть безъядерной, но не менее разрушительной. И те, кто сегодня отрицают право слабого на защиту, могут завтра столкнуться с тем, что технологическое преимущество больше не на их стороне. Китай бросает вызов не словами, не лозунгами, а фактами, новыми боеголовками, новыми формулами, новым оружием. И этим самым он демонстрирует: силу нельзя монополизировать, даже если ты сидишь в Совете Безопасности. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.